При графе Витте деньги Российской империи были в полном порядке. В этом деле Витте опять обнаружил необычайную изворотливость ума и силу своих дипломатических дарований. Впоследствии как-то писали, что своей вот этой политикой бесконечного подкупа Витте полностью развратил французскую прессу. Манифест 17 октября, который, по сути, стал самой большой политической реформой в истории дореволюционной России. Вот где-то между церемониальным завтраком и 3 глухарями одной строчкой царь принял отставку Витте. В кругу семьи Витте был совсем другой, мягкий, добрый. Министр финансов, который выплачивал по 20 копеек в неделю своему внуку, при условии получения отличных отметок, внук должен был прислать ему копию еженедельного дневника и счет. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сделаю небольшое вступление. У меня предвзятое отношение к сегодняшнему герою. Вы знаете, я люблю рассказывать о героях, которые нравятся. Не люблю рассказывать о героях, которые не нравятся. Иногда это выглядит немного комплиментарно, но сегодняшний герой мне действительно нравится, и вы, наверное, это почувствуете. Когда рассказываешь о том либо ином государственном деятеле, то часто можно услышать: он родился не в свое время. Вот Павел I всем был хорош, только родился не в свое время. Ему бы в Средневековье, в рыцарские времена, или, например, Николай II, про него тоже принято говорить, что хороший был человек, прекрасный семьянин, воспитанный, добрый. И если бы он родился монархом в какое-то менее жестокое время, в более травоядную эпоху, как будто в нашей истории такие были, то точно был бы идеальным царем. Место Столыпина в своей эпохе кажется незыблемым. Он идеально, всеми своими параметрами, подходит для того переломного и решающего века, в который русская история его обрела. С той лишь оговоркой, что обрела его на очень короткий срок. Столыпин был премьером, вы не поверите, всего 5 лет. Ну, для понимания, Федор Алексеевич, брат Петра I, о котором мы вообще ничего не знаем, и в учебниках один абзац, он процарствовал 6 лет. Царевна Софья после этого прорегенствовала 7 лет, а Столыпин всего 5. Не надо думать, что все относились тогда к Столыпину столь же позитивно, как мы относимся сегодня. Вчерашний наш герой Витте называл Столыпина неискренним, лживым и беспринципным. И это самое доброе, что он написал о Столыпине в своих воспоминаниях. Род Столыпиных древний. Это столбовые дворяне по линии отца. Со времен Ивана Грозного ведется подробное родословное. По линии матери – князья. Причем там такие фамилии, сплошные белогвардейские песни. Помните «Раздайте патроны» поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Голицыны, Оболенские, князья Горчаковы – это все предки, это родословная Петра Столыпина. Посмотрите на генеалогию. Вот он, Петр Аркадьевич Столыпин. По линии Столыпина он троюродный брат Михаила Юрьевича Лермонтова. С разницей в возрасте 40 лет. Ну, так бывает. Когда ранние браки, поздние браки, ранние дети, поздние дети. Вот видите, дедушка Столыпина, Дмитрий Алексеевич Столыпин, это брат бабушки Лермонтова, Елизаветы Столыпиной в замужестве Арсеньевой. Это та самая бабушка, которая обожала, баловала своего внучка и отбирала его у отца. Так что они троюродные братья. По линии матери род Столыпиных еще знатнее. Это князья Горчаковы. И далее можете посмотреть целиком учебник истории нашей страны, начиная с 17 века. В дальнем родстве со Столыпиным находился Лев Толстой через мать. Светлейший князь Александр Горчаков, как считается, самый успешный министр иностранных дел Российской империи. Ну и, к слову сказать, наши прославленные Никита Михалков
и Андрей Кончаловский, они тоже через мать родственники Петра Столыпина. Такая семья. Отец генерал, боевой генерал. В Крымскую войну он, кстати, дружен был с Львом Толстым, адъютант князя Горчакова, командующего нашими войсками в Крыму, награжден золотым оружием за храбрость. Командовал артиллерийской батареей, то есть он такой же артиллерист, как и наш будущий классик русской литературы. Затем в русско-турецкой войне командующий корпусом, настоящий боевой заслуженный генерал. Мать княжна Горчакова, она дочь того самого князя Горчакова, который командовал войсками в Крыму. То есть адъютант в итоге женился, так бывает, на дочери своего командира. Правда, вторым браком и уже сильно после окончания войны. Наш герой Петр Столыпин, 1862 год рождения, легко запомнить, потому что главное, что мы связываем со Столыпиным, это что? Столыпинская реформа крестьянская. Вот Столыпин родился на следующий год после освобождения крестьян, 1861 год. До 7 лет он жил в Середняково. Вы сейчас можете поехать в эту замечательную усадьбу. Это почти черта Москвы, где-то район Химок. Усадьба Лермонтова-Столыпина. До 7 лет он там жил. Потом отцу повезло. Отец, даром что генерал, выиграл в карты. Бывало и такое. У нас почему-то выражение звучит только «проиграться в карты». Вот «выиграться в карты» такого выражения в русском языке нет. Но, как мы понимаем, когда кто-то в карты проигрывает из господ офицеров, то кто-то выигрывает. Вот отец Столыпина выиграл в карты имение под Ковна. Ковна – это что? Каунас, правильно. Это русский литовский город Ковна. И туда переехал, а Середняково продал. Причем весьма успешно. В каком смысле? Для покупателя. Было продано за 75 тысяч рублей. Такой любопытный нюанс, что тогда стоили деньги. Вот этот красивый дом со всеми землями вокруг, почти в черте современной Москвы. Так вот, покупатель, когда оценил вазы фарфоровые, картины и мебель, все это было им перепродано дороже, чем 75 тысяч рублей. Поэтому имение досталось ему практически бесплатно. И вот Столыпин, знатный аристократ, богатая семья, счастливое детство. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, английская гувернантка, французская гувернантка, немецкий гувернер. Естественно, на всех 3 языках он говорит как на родных. Потом гимназия. В гимназии не сплошные пятерки, 4-5, 4-5, но тогда не ставили за красивые глаза оценки. И круглых отличников в гимназиях почти не было. Вот я скажу вам, когда я поступил в Московский институт международных отношений МИД СССР, у нас на курсе был, на нашем, 1 отличник. Все, больше не было. И на соседних курсах могло не быть ни одного. Когда в конце 90-х я там начал активно преподавать, то в славном ГИМО МИД РФ отличников было через 1. Оценки девальвировались. Учителя, преподаватели легко ставили 5, лишь бы ходил на занятия и что-то знал. Сейчас, кстати, лучше. Сейчас уже опять становится меньше и меньше отличников, что говорит о том, что подход к образовательным требованиям и стандартам образования стал строже. В империи было строго. Столыпин учился хорошо, по поведению у него было отлично, в отличие от нашего друга Витте, у которого, помним, что было по поведению? Да, кол в аттестате. У Столыпина отлично, но, тем не менее, без золотой медали. Тема девальвации оценок и званий – тяжелая тема. В 90-е годы, когда в нашей стране не было денег, чтобы платить чиновникам достойные зарплаты, я пошел на госслужбу после бизнеса 29 примерно лет и получил гражданский чин, равный по нашей табели о рангах, она ведь у нас существует сегодня, табель соответствия гражданских чинов, дипломатических, военных и военных специальных чинов. И когда я получил без году неделя, отработав генеральский мундир, такой абсолютно военного образца, с лампасами, 2 красными штаны, фуражку и 2 генеральских звезды, я не знал, как мне смотреть в глаза моему отцу,
прошедшему через войну в Афганистане, Вьетнаме, ввод войск в Чехословакию и Чернобыль. Как смотреть в глаза ему и его сослуживцам, которые всю жизнь, отдав советской армии, дослужилось кто до подполковника, а кому повезло до полковника. А тут сын-сопляк в центре Москвы на Неглинке и уже генерал-лейтенант. Поэтому этот мундир у меня висит, никогда не одеваю. Один раз сфотографировался на пропуск, и все. Вот это девальвация звания. Это, кстати, проблема, которую медленно сейчас пытаются решать, сокращая звания в управленческом аппарате наших органов. Тяжело решается эта проблема, потому что генерала легко дать, но практически невозможно отнять. Если генеральская должность есть, ее сократят на полковничью или подполковничью, начинается в любой структуре разброд и шатание. А в 90-е годы, к сожалению, мы это все девальвировали. И оценки пятерки, и звания, и ранги, и чины. Постепенно выздоравливаем. Петр Столыпин после гимназии поступает в Петербургский университет, физмат, как ВИТА, но не на математическое отделение, а естественно-научное. Вот на физмате было естественно-научное отделение, где готовят, в Википедии пишут агрономов, но это глупость, никаких, конечно, не агрономов, а специалистов, которые разбираются в сельском хозяйстве, агрономии, землеустройстве, межевании, экономике сельского хозяйства, химии, биологии и массе предметов, связанных с землей. Это очень хорошее образование. Достаточно сказать, что химию Столыпину преподавал Дмитрий Менделеев. И когда Столыпин пришел к нему сдавать экзамен, наш гений посмотрел на этого студента. Столыпин выглядел всегда старше своего возраста. И он стал с ним беседовать о чем-то поговорили. Потом стали спорить. Столыпин в чем-то не соглашался с Менделеевым. В конце концов Менделеев спрашивает: ладно, мне пора принимать экзамены, где студенты? Говорит: так я, студент. А Менделеев принял его за какого-то молодого преподавателя, видимо, молодого доктора. Он был так удивлен, что, задав ему буквально пару формальных вопросов, тут же поставил 5 в аттестат. И без формального экзамена Столыпина отпустил. Однокурсник Столыпина наиболее известный академик Вернадский, прославленный наш ученый. Это об уровне образования на физмате Петербургского университета. При этом, помимо такой сложной специальности, многоступенчатой, связанной с сельским хозяйством, я все время подчеркиваю, Столыпин реформировал то, в чем отлично разбирается, со студенческой скамьи. Помимо этого, он еще вольнослушателем окончил курс юрфака. Фактически двойной диплом. Был очень подготовленным специалистом. Уже будучи студентом, раньше можно было так, он поступает на работу в Министерство государственных имуществ. И это отнюдь не то Росимущество, как сегодня. Это огромное министерство. Столыпин работает в департаменте земледелия. То есть опять по профессии. Занимается земельными вопросами. Довольно стремительная карьера. Очень быстро он возвращается домой, в Прибалтику, где он вырос, вместе с отцом, выигравшим имение, и становится уездный предводитель ковенского дворянства и одновременно председатель местного суда. Что такое и кто такой уездный предводитель дворянства? Кто самый известный у нас уездный предводитель? Правильно, Киса Воробьянинов, он же отец русской демократии. Лед тронулся? Тронул. По рукам. Уездный предводитель Каманчи. И если мы почитаем «12 стульев», то у нас ловится впечатление, что все, что делали уездные предводители дворянства, это в лучшем случае пили и мечтали о том, чтобы стать губернскими предводителями дворянства. Профессиональные бездельники. Но на самом деле совершенно не так. Потому что задач у уездного предводителя дворянства было немало. Уезд – это район. Это лидер всего дворянства районного. В его задаче, согласно еще губернской реформе Екатерины II 1775 года, представляете, как долго действовали постановления царские? 120 с лишним лет. Вот по этому закону Столыпин председательствовал в дворянской опеке, которая управляла имуществом малолетних дворян-сирот, а также оказывала помощь дворянкам-вдовам. Далее выступал в качестве третейского судьи во всех конфликтах между помещиками. Также по жалобам, крепостных уже не было, значит, по жалобам крестьян на помещиков,
несправедливо повысил арендную плату. В крепостнические времена еще уездный предводитель дворянства отвечал за благонравственность дворян-помещиков. То есть, если поступали жалобы от крестьян за жестокое обращение, расточительство, много играл в карты, или отпадение от православия. В церковь не ходит, какой же он дворянин-помещик. Кандидат на эту должность должен быть потомственным дворянином, как Столыпин, и обязательно прописан, это сегодня говорят прописан, а тогда внесенным в родословную книгу именно этой губернии. То есть вся семья его поколениями владела землей в этой губернии. Самое интересное, что служба уездным предводителем была бесплатной на общественных началах. Считалось, что дворяне люди не бедные, поэтому могут поработать на государство безвозмездно. Ибо работа эта почетная. Более того, она требовала расходов со стороны уездного предводителя. Никто ему не оплачивал командировочные, проездные. Требовала расходов. Но чем подкупало государство? Очень высокий ранг. Должность соответствовала 5 классу. Раз. Независимость полная от местных властей. Уездный предводитель, по сути, никому не подчиняется. Он не подчиняется даже губернскому предводителю дворянства. Он подчиняется только Петербургу, петербургскому начальству. Даже арестовать и под суд за какое-то преступление уездного предводителя можно было отдать только с санкцией Сената, по-нашему Верховного суда. Представляете, какой уровень иммунитета у этого главы районного дворянского самоуправления? Людей подбирали, конечно, обеспеченных на эту должность. Должность была выборная. Выбирали на 3 года, но обычно люди всю жизнь служили, пока не надоест, если пользовались авторитетом и по 10 лет, и больше. Ну вот Столыпина выбрали один раз. При этом такой были выборы с переназначением в Петербурге, потому что это западный край. Петербург влиял на назначение уездного предводителя. Важно было, чтобы человек был обеспеченный. Но у Столыпина, как мы понимаем, у его семьи с деньгами проблем не было. Он рано очень женился, что не характерно для того времени, в студенческие годы. Когда, будучи студентом, собирался жениться, то с учетом того, что супруга Столыпина не из простой семьи, мягко скажем, а правнучка Александра Васильевича Суворова. Так вот, отец невесты поинтересовался, есть ли какое-то состояние у жениха. Обнаружилось по наведенным справкам, что семье жениха принадлежит имение в Ковенской губернии, поместье в Нижегородской, Казанской, Пензенской и Саратовской губерниях. Итого 8000 десятин земли. После этого за бедного студента он согласился отдать свою дочь. Но Столыпина наследство несколько поделилось, но так как за дочерью шло роскошное приданное, то Столыпин продолжал оставаться немаленьким землевладельцем. У него было в личной собственности где-то около 7000 десятин земли. Мы участок 6 соток все себе представляем. Стандартный наш участок дачный. Ну так вот, это 100 тысяч таких участков владения Столыпина. Все хорошо, когда он работает руководителем районного дворянского самоуправления. Самые счастливые годы. Дети, семья. Он потом говорил, это было как прекрасный сон. Но все более и более неспокойно становится в стране, растет число крестьянских выступлений, беспорядки. В 1902 году террорист убивает министра внутренних дел Сипягина, Столыпина вызывает новый министр внутренних дел фон Плеве. Ничего мы о нем не знаем. Почитайте хотя бы Википедию. Это был человек с поразительной памятью, невероятной. Такое было ощущение, что он знает всех чиновников своего министерства. По фамилии, имени, отчеству и биографию. И всех губернаторов, и всех заместителей, и всех уездных предводителей. И назначает Столыпина самым молодым в России на тот момент губернатором. Небольшая губерния, город Гродно, сегодняшняя Беларусь. Губернаторов назначало, по сути, Министерство внутренних дел. В Гродно он работает только год. Очень активно, деятельный, открывает школы, закрывает польские революционные клубы, активно занимается развитием сельского хозяйства. Вообще все эти годы после университета Столыпин отметился тем, что везде способствовал развитию сельского хозяйства. И там, где был уездным предводителем, и в губернии самые современные технологии сельхозпроизводства внедряет. Он, кстати, очень хорошо следил за своими имениями. Все его имения доходные.
потому что он профессионал, он в этом разбирается. Ну, вот такая идиллия. Потом он опять же говорил, что это тоже был прекрасный сон работать гродненским губернатором, но очень кратковременный, потому что не проходит и года, как опять фон Плеве вызывает молодого, хорошего губернатора Столыпина и говорит, ну все, попрактиковался, теперь поедешь в большую губернию, настоящую, сложную, тяжелую, в Саратов. Саратов – огромная сельскохозяйственная область, там 87% крестьян, огромная территория, по сути, примерно по площади, как современная Саратовская область, но немного другие границы. Например, город Царицын, современный Волгоград, это уездный город Саратовской губернии, границы другие. Очень пестрый национальный состав, немцы, мордва, татары, старообрядцев очень много. Много промышленных предприятий в Саратове, около 150. Серьезный город. Ну и крестьянские волнения, потому что из-за того, что большое население, семьи росли, участки земельные дробились. В итоге на одного крестьянина в Саратовской губернии чуть ли не самые маленькие земельные наделы по стране. Столыпин не хочет ехать. Он отказывается, говорит, я всю жизнь прожил на северо-западе, я разбираюсь. Там моя семья, я всех знаю. Жена не хочет ехать, дети маленькие не хотят ехать. Фон Плеве приходит в совершеннейшее озлобление и заявляет ему следующее, кавычки. «Меня ваши личные и семейные обстоятельства не интересуют. Ожидаю от вас каких-либо деловых соображений, а не взвешивания семейных интересов». Ну и в итоге Столыпин в Саратове. Хороший губернатор, благоустраивает город. Столыпин – это улицы, первый асфальт. Столыпин – это трубопровод. Столыпин – это телефон. Столыпин – это газовое освещение в Саратове. Ночлежный дом. Мы уже совсем забыли, что это такое. Но это вообще-то бесплатный хостел для желающих. И даже глазная больница. Все это Столыпин. Но самое главное, что в этой крестьянской губернии все время бурлит. И вот по мере распространения революции, канун 1905 года, жгут усадьбы, беспорядки. Беспорядки очень необычные. Вот тогда еще крестьяне до 5 года, видимо, не переступили какую-то грань. Столыпин писал, и в записках жене писал, что ничего не понимает. Крестьяне захватывают барский дом, изгоняют дворян, но пальцем их не трогают. Имущество хватают, выносят во двор кучу и сжигают, даже не воруют ничего. Непонятно. Русский бунт, найти зачинщиков невозможно, потому что община, круговая порука, все друг друга покрывают. Кто? Не знаю, не видел. Отвечать-то привыкли все друг за друга. Поэтому вот это вот общинный бунт очень необычный. Даже больше ожесточенность крестьян зачастую друг против друга. Дворян они не трогают, а друг друга по полной программе. Потому что в общине, внутри общины всегда были очень жесткие отношения. Я об этом расскажу вам позже. Очень жестокие отношения. Один из руководителей имперской полиции писал, что если посмотреть на нравы и наказания внутри общины, там имели право сами наказывать, то там творятся такие преступления и такое беззаконие, которого вы не найдете ни в одном бедном пригороде Петербурга. Никогда. Ожесточенные драки между крестьянами. В одном из сел ворвались в церкви зачем-то зарезали корову, все в крови, кровью стали поливать иконы, на иконы, простите, стали мочиться. Об этом узнали в соседнем селе, с колами прибежали, и 40 человек вот этих богохульников там же и поубивали. Вот и разбирайся. Так, крестьянское восстание против кого? Против коров, икон против кого? Резня страшная. Помещики требуют войск для усмирения беспорядков, а войск нет никаких. И полиции никакой нет. Мы себе даже не представляем сегодня, насколько ничтожны были силы охраны правопорядка в Российской империи. Численность отдельного корпуса жандармов до момента его расформирования, куда входят и офицеры, как бы сейчас сказали, госбезопасности,
и сержанты, и рядовые жандармы, которые выполняют какие-то охранные функции. Например, жандармы охраняли железные дороги. У нас-то сейчас целая структура отдельно этим занимается, а да, корпус жандармов охранял. Вот на момент реорганизации корпуса, как посчитать, где-то меньше 9 тысяч человек на всю империю. Вся госбезопасность с охраной железных дорог. Страшные охранные отделения, которые создавались в городах для того, чтобы заниматься борьбой с оппозицией, политическим сыском. Но так как рук не хватало, то они уголовщиной тоже занимались. Охранка. Так вот, численность охранки. В Петербурге 12 штатных единиц, в Москве 6. И там какие-то еще были их платные агенты на гонорарах. Но вот такой штат. Борись с оппозицией, с политической, сохраняй порядок. Но для того, чтобы так уже окончательно забить гвоздь в крышку правоохранительной системы, общая численность на 1900 год, рубеж веков, Министерства внутренних дел, это огромное министерство. Кого там только нет. Отнюдь не только полицейские, жандармы. Общая численность 47 866 человек. Я так подскажу вам, что у нас численность МВД сегодня 1 000 000, у которого одна функция. А МВД тогда, у которого 100 функций, 47 866 человек. Вы скажете, что в то время просто было меньше преступности, другие нравы. Это так. Чище люди. Это так. Но в те же самые годы численность полиции в Париже и Лондоне, я посмотрел, применительно к численности жителей, в среднем 4 раза больше, чем в России. Это говорит на самом деле о чем? Первое. Огромная внутренняя устойчивость империи. Ей не нужен большой аппарат подавления. И так справляются. Второе. Очень много преступлений как-то на месте разбирались сами. Власть не вмешивалась. И в-третьих, наверное, действительно люди были лучше. А тут начинается предреволюционная ситуация. Никакой полиции не хватит, чтобы подавить все эти крестьянские беспорядки. Столыпин, губернатор Саратовской области, демонстрирует поразительное самообладание и смелость. По Саратову ездит один, без охраны, в открытой коляске. В губернию он выезжал с казаками, там, где шли волнения активные. Стандартная процедура усмирения взбунтовавшегося села выглядит следующим образом. Губернатор приезжает лично и выходит к людям в сопровождении казаков. Дальше собирается сельский сход. Губернатор произносит увещевательную речь. Крестьяне, как правило, соглашались. Зачинщиков выдавали, их арестовывают и увозят. И обещают больше не бунтовать, ждать царской милости. До стрельбы, как правило, никогда не доходило. Вот так вот добрым словом или добрым словом и полусотни казаков всегда можно добиться большего, чем просто добрым словом или грубым насилием. Столыпин, кстати, за спины казаков и подчиненных никогда не прятался, сам выходил в толпу, разговаривал с людьми. Это опасно было, без эксцессов не обходилось. В одном уезде во время поездки в него стреляли из-за кустов. Он писал потом родным: «Сегодня какие-то озорники что-то из-за кустов меня стреляли, не попали». В центре Саратова во время митингов в него бросают бомбу с верхнего этажа откуда-то. Не пострадал. Известный эпизод, когда Столыпин идет к митингующим, и от них отделяется человек, достает револьвер, и с револьвером идет прямо на Столыпина. Столыпин глядит на него в глаза в упор, потом распахивает пальто, мундир, говорит: «Стреляй!» Тот не выдерживает прямого взгляда и опускает револьвер. Однажды на встрече с разгоряченной толпой, когда на Столыпина буквально бросился один из предводителей, Столыпин снимает резким движением шинель, предводителю бросает, говорит: «Подержи, голубчик». Ошалелый голубчик держит шинель до той поры, пока Столыпин разговаривает с собравшимися. Он говорит: «Спасибо, давай». И уходит. Поблагодарил и уехал. А Николай II внимательно следил за ситуацией в Саратовской области. Он несколько раз был в Саратове, общался со Столыпиным. Столыпин писал ему рапорты. И в помощь ему он присылает бывшего военного министра Сахарова. Удивительный человек этот Сахаров. Вы знаете, опять же, Витте мало о ком писал хорошо, а о Сахарове он написал следующее в воспоминаниях: «Бедный Сахаров,
препочтеннейший, прекрасный, честнейший человек, не способный ни на какие жестокости. Вот этот препочтеннейший человек, не способный ни на какие жестокости, приехал помочь Столыпину подавить беспорядки. Столыпин предложил ему пожить у себя дома, самое безопасное место, дом губернатора, все-таки полицейский на входе стоит, не в гостинице же жить. И вот в дом губернатору под видом просительницы-помещицы, я обращаю внимание, свободно пускают просителей, но поскольку, видимо, она была хорошо одета, она сказала, что она помещица местная. Приходит некая девушка с прошением, и пока ее прошение Сахаров читает, она средь бела дня всаживает в этого бывшего военного министра 4 пули из револьвера. На допросе заявляет, что, кавычки, «убила вследствие приговора боевого летучего отряда партии социалистов-революционеров». Прямо дома у Столыпина. Но ее отрядили на вечную каторгу. Ну ничего, февральская революция 17 года выпустила, и все бы было хорошо. Но, как мы знаем с вами, жернова Господни мелют медленно, но верно. В 1938 году ее расстреляли. Причем за что? Как члена террористической организации эсеров. Интересно, раскаивалась она или нет в содеянном перед смертью, как вы думаете? Но, тем не менее, на фоне соседей Саратовская область выглядит довольно благополучно. Вообще, масштаб беспорядков революции 5 года, он, конечно, для тихой, спокойной жизни в Российской империи, патриархальной, кажется невероятным. По официальным данным 15 тысяч, по неофициальным данным 25 тысяч человек погибло вследствие террора со всех сторон, справа, слева, погромов, подавления выступлений, 15-25 тысяч человек за несколько лет. Но когда мы посмотрим с вами на другие цифры, у нас в год от автокатастроф гибнет 25 тысяч. Тогда, кстати, не гибли, тогда не было автомобилей. Ну или, например, говоря о размахе революционной борьбы, сколько погибло в Париже и окрестностях во время Парижской коммуны? 100 тысяч. В 4 раза больше, как минимум, чем за всю революцию 5-7 года. Что пишет Столыпин царю? Какой рецепт? Как прекратить бесконечные крестьянские беспорядки? Я прочитаю вам одну длинную цитату. Слушайтесь. Аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могли бы вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Естественным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет собой ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве. Ведь частной собственности на землю у крестьян нет. Они владеют кусочком в общинной собственности. У них нет своей собственной земли. Ну, за исключением хуторов где-то на северо-западе, то, что видел Столыпин, когда работал там. В настоящее время более сильный крестьянин неизбежно превращается в кулака, эксплуатируя своих однообщинников или, по образному выражению, в мироеда. Вот тут внимательно. Когда у нас боролись в 30-е годы с кулаками, произошла классическая подмена понятия. Кулак в крестьянском понимании тогда, времен Столыпина, это не богатый крестьянин-хуторянин. Кулак – это такой же однообщинник вместе с ними, просто который в силу разных обстоятельств внутри общины, на общей земле, как-то разбогател, дал в долг соседу, сосед не вернул, к чему-то его принудил, плюс он манипулирует голосами в этой общине, ну, как у нас в ТСЖ, например, в любом. И он фактически, этот кулак, общиной управляет и богатеет не за счет того, что он талантливый предприниматель и много работает, а за счет своих однообщинников. Он кулак-мироед, он мир. Лев Толстой «Война и мир». Помните? Мир с точкой. Общество, общину. Он мир ест. Когда советская власть стала бороться с кулаками, они достали это слово из подсознания крестьян и обозвала кулаками просто успешных. Столыпин боролся с другими кулаками, мироедами. Вот единственный выход крестьянину из бедности и темноты, видная по сельским воззрениям карьера. То есть начать жить, эксплуатируя своих однообщинников-соседей. Если дать другой выход энергии, инициативе лучших сел деревни, надо закрепить
За ним отдельный земельный участок, чтобы у каждого была своя собственность. Каков был Столыпин в кругу семьи? Ну, надо сказать, что лавстори у Столыпина скучнейшая. Так началась необычно, потому что он не только женился в студенческие годы, что было тогда не принято, но и, подобно государю-императору Александру III, женился на невесте своего брата, Ольги. Брата убили на дуэли, и младший брат сделал предложение овдовевшей невесте своего старшего брата. Кстати, есть в интернете странная история, что якобы Столыпин из мести стрелялся с убийцей своего брата, был ранен в правую руку, и это увечье осталось с ним на всю жизнь. Но на самом деле, во-первых, не стрелялся, и, во-вторых, травма руки была получена не при столь романтических обстоятельствах. Столыпин просто упал с лошади и как-то неправильно сломал руку. Она у него действительно плохо работала потом всю жизнь. Но брак с невестой брата Ольгой Нейгард был счастливым. Посмотрите на родословную Ольги Нейгард. Не хуже, чем у Столыпина. Зубовы и Суворов. Она, соответственно, правнучка главного заговорщика против императора Павла Николая Зубова, возможного убийцы, и праправнучка генералиссимуса Суворова. Жили счастливо. Тот случай, когда муж весь в работе, ему вообще не до каких-то похождений. Вот совсем. 6 детей, 1 мальчик. Мальчик родился последним, уже в зрелом возрасте. Они почти 20 лет к этому моменту прожили в супружестве. И, конечно, это был любимец семьи. Ждали мальчика. Его потом чуть не убили террористы. Чудом жив остался. 5 девочек. По мужьям фамилии Щербатовы князья, князья Волконские, фон Кайзерлинги. Элита. Жили очень долго. Мария, старшая дочь, 100 лет почти. Она, кстати, единственная, кто вышла замуж не за князей, а за немецкого дворянина, ну, русского немца, морского офицера фон Бока. Говорят, даже фон Бок, фельдмаршал, какой-то его дальний родственник. Вышла замуж за фон Бока. Ну, фон Бок – это русский фон Бок, герой Порт-Артура, Георгиевский кавалер и прочее, достойнейший человек. Дочь Наталья, которая станет инвалидом в результате покушения на отца. Вот она единственная рано умрет, сильно болела. Дочь Елена, 92 года прожила. Дочь Александра, 90 лет. Ну и сын Аркадий, 87 лет. Очень хорошая генетика. Представляете, сколько мог бы прожить Столыпин? Единственная дочь, которая не прожила столь долгой и счастливой жизни, это Ольга. Когда началась революция, вдова Столыпина вместе с детьми уехала к своей свекрови под Винницу, княгине Щербатовой. И там они тихо жили. К Щербатовой все очень хорошо относились местные жители, ее не трогали, не раскулачивали, потому что она была местная благотворительница, ее обожали крестьяне. Госпиталь содержала для раненых. Но потом началась польско-советская война, и какие-то пьяные солдаты, то ли пьяные красноармейцы, то ли пьяные поляки ворвались в имение в поисках водки. Водки не нашли, поэтому со злобы убили княгинь Щербатовых, их там было несколько женщин. Убили дочь Столыпина Ольгу, чем-то она им не понравилась. Остальные прожили долгую жизнь, умерли все в эмиграции. Октябрь 1905 года. Манифест 17 октября. Столыпина приглашают в Москву личные телеграммы Николай II и предлагает ему возглавить Министерство внутренних дел. Столыпин не хотел. Расстрельная должность. Во-вторых, он, собственно, не такой уж карьерист. Это не Витте. Столыпин от всех должностей всегда отказывался. Он понимал, насколько это тяжелая работа. Министерство внутренних дел – это очень тяжелая работа. Это не милиция, как сейчас, полиция. Я вам перечислю основной функционал МВД, чтобы вы понимали. Это, собственно, современное МВД, плюс Федеральная служба исполнения наказания, все тюрьмы, каторги, плюс это Минсвязь, плюс управление всеми губерниями, то есть МВД подчиняются все губернаторы и уездные предводители, плюс МЧС, плюс Минздрав, плюс надзор за судами, плюс Минсельхоз,
Вот такой кусочек по профилю Столыпину выпадает. Плюс Минпечать и цензура. И Минстрой ЖКХ, градостроительство. Вот это одно Министерство внутренних дел. Все. Полправительства. Но государь говорит, надо в стране навести порядок. Страна разваливается. Петр Аркадьевич, вы справитесь. Но чтобы вы понимали, что беспорядки не только крестьянские и революционные. Такие же беспорядки идут и справа. Погромы. В Киеве с дома генерал-губернатора какие-то студенты сорвали герб государственный. Студентов поймали, избили, чуть ли не до смерти забили. Начался страшный погром в еврейских кварталах. В Томске революционеры, студенты собрались на митинг. Митинговали, потом, видимо, холодно стало, пошли митинговать в театр. На соседней площади собрались граждане монархических воззрений. Сказали, ну все, пора, цитирую, это из полицейского отчета, кавычки, пора бить этих евреев, поляков, студентов и прочих забастовщиков. Пошли к театру, где студенты, театр вход заколотили и подожгли. Зверство. Зверство со всех сторон. Потом 80 человек на каторгу отправили. И тех, и других. Поэтому стране нужно успокоение. Я напомню, что папа Гапона, всем известного, убили кто? Не царская охранка. Его убили эсеры-революционеры за предательство интересов революции. Террор со всех сторон. Царь принимает знаменитый манифест 17 октября 1905 года. Видимо, ведь любимый государем Николая II Алексей Михайлович, он вспомнит историю, что когда был соляной бунт, треволнения в стране, государь собрал собор, и на соборе принимали уложение соборное, давшее стране успокоение. И он, как его дальний предок, тоже соберет Государственную Думу и примет манифест, и законы, и все это даст стране успокоение. И проходят выборы в Первую Государственную Думу. Выборы тогда проходили не так, как сейчас. Никто не голосовал лично за кандидата в депутаты. Это не парламент. Никто не голосовал непосредственно за политическую партию. Голосовали за выборщика. Собирались в уезде, на сельском сходе, избирали выборщика. Потом эти выборщики ехали в уездную столицу, и там из своего числа избирали супервыборщика. Немного похоже на американскую систему современную, да? И на советскую систему. Кто помнит, как работали многоуровневые советы народных депутатов. Вот так же проходили выборы в Государственную Думу. Выборщики, потом супервыборщики, а потом какие-то сверхвыборщики, из числа которых уже избираются депутаты. Таким образом, во-первых, никто голосующий не знает, кто станет депутатом, он доверяет только своему выборщику. А во-вторых, никаких партий нет. Выборщик может оказаться членом партии чисто случайно, депутат. И потом уже на месте сформировать какую-то фракцию. Иногда в Думу избирались крестьяне. Через эту систему какие-то авторитетные, харизматичные, видные крестьяне тоже могли попасть в депутаты. Они даже не знают о существовании политических партий. Им об этом в Петербурге рассказали. Но одному как-то неудобно, поэтому он примыкает к какой-то партии. Или записывается в партию и говорит, теперь я эсер. Или теперь я социал-демократ. Хотя партия социал-демократов вообще в избирательной кампании не участвует. Но депутаты социал-демократы у нее есть. Записались. Ну и, естественно, когда перед царем была построена Первая Дума, он смотрел на этих людей, кто одет как горожане, кто в каких-то потертых двойках, костюмах, косоворотках. Разный был уровень культуры тогда, разный. В Таврическом дворце ручки свинчивали, дорогие. Уносили домой. Медные, красивые, латунные. Кто-то стащил унитаз и сделал у себя вазу в гостиничном номере, засыпал землей, посадил цветы. Красивая, как фарфоровая. В поместье у бар стоит. Не готов был народ еще к парламентской демократии. При этом озлобленность большая. Одни депутаты предлагают ужесточить законодательство по борьбе с террористами, что, мол, убивают людей. Вот в отношении чиновников страшные цифры. За 3 года, 4, 5, 6, убито и искалечено 4500 государственных чиновников. То есть в среднем в день, посчитайте, 4-5 человек по стране чиновников убивают террористы. Каждый день. Первую Думу распускают, совсем как большевики. Караул устал. Помните? Закон о неприкосновенности членов учредительного собрания. Караул устал. Войска оцепили Таврический дворец
и повесили на него замок. Все свободны. Но, правда, в отличие от большевиков, которые на этом закончили с этой парламентской ерундой, с учредительными собраниями, царь объявляет выборы в следующую Государственную Думу. И одновременно Николай II предлагает Столыпину стать новым премьер-министром, возглавить кабинет. Ему очень нравится Столыпин своей решительностью, энергией, умом, при этом сохранив за собой самый влиятельный пост министра внутренних дел. Ну, с учетом того, что на должности главы МВД Столыпин сменил министра по фамилии Дурново, а на посту премьера главу кабинета по фамилии Горемыкин, то это дало много поводов для шуток газетчикам петербургским. Вот такая у нас жизнь в России. Столыпин становится премьером, и 12 августа 1906 года знаменитое покушение на премьер-министра Столыпина. Взрыв на его даче на Аптекарском острове в приемный день. Я обращаю ваше внимание, премьер-министр вел прием населения. По субботам он был доступен для всех, кто записался. Террористы в костюме жандармов прошли спокойно сквозь охрану, вошли в дом, и только адъютант Столыпина в последний момент заметил у одного из покушавшихся несоответствие в его жандармской форме. Не соответствовали эполеты наградам. И он говорит: «Вы кто? Стойте!» И он выбил из руки террориста бомбу. Но она все равно взорвалась. 100 человек убито и ранено. 100, представляете? 33 наповал. 3-летнего младшего сына Столыпина Аркадия вытаскивали из-под завалов. Он чудом остался жив. Няню убили, которая была рядом с ним. Дочери Столыпина ноги покрошило осколками. Хотели ампутировать сразу. Столыпин запретил. Говорит: давайте попробуем спасти. На коленях молился всю ночь. Как-то сшили. Она несколько лет не ходила, на коляске ездила, а потом постепенно движения восстановились, но все равно осталась инвалидом. Сам Столыпин чудом остался жив. Чернильница пролетела у него такая массивная, тяжелая, металлическая, около уха. Его всего облило чернилами и врезалась в стену. После этого принимается по инициативе Николая II указ о военно-полевых судах. Что такое военно-полевой суд? Суд ускоренного производства без защиты. Рассматривается дело террористов только по государственным преступлениям и особо тяжким уголовным убийствам. Состав суда 5 офицеров. Рассмотрение дела в течение 48 часов. Исполнение приговора в течение 24 часов. Без защитника, без адвоката. Военно-полевые суды действуют полгода. Как в военное время, как на фронте. Знаменитые столыпинские галстуки вешали приговоренных. За эти полгода 683 смертных приговора приведено в исполнение. То есть в среднем 100 смертных приговоров в месяц. Конечно, для усмирения революции цифры ничтожны. Но для России, которая не привыкла к смертной казни вообще, цифры кажутся огромными. Я напомню, что от Елизаветы до декабристов 100 лет почти. Официально решением суда было казнено лишь несколько пугачевцев. Все. Затем 5 декабристов. А потом с 1825 года по 1905 еще 80 лет империи, включая террористов, народовольцев, убийц Александра II, первомартовцев, всего 191 казнь. Почти за 100 лет. Понимаете? Поэтому военно-полевые суды что-то необычное для России. Лев Толстой, Блок, художник Репин, вся интеллигенция возмущаются. Это террор, это недопустимо. Лев Толстой пишет свою знаменитую статью «Не могу молчать». В результате террор подавлен. Они были террористы и после, но уже совершенно не в том объеме, как до военно-полевых судов. Революция идет на спад, постепенно наводится порядок. И создаются предпосылки, кнут и пряник, для того, чтобы начать активные реформы. Реформы было начинать непросто. Это Александру II было легче. Надо было договориться как-то с элитами, а дальше царь-реформатор. Подписал, все, закон. Столыпину было гораздо тяжелее. Во-первых, Столыпин не принимал решения, он только готовил решения. Принимает решение в конечном счете государь. И это самое тяжелое. Не случайно Столыпин говорил, что мы правительство, мы не власть,
Мы отражение власти. И это очень мудрая фраза. Во-вторых, каждый закон теперь должен быть утвержден Государственной Думой. А Государственная Дума совершенно неуправляемая. Ты поди с этой Думой еще договорись. Госдума только нижняя палата, а есть еще верхняя палата, Государственный Совет. Государственный Совет в основном элита. Князья, знать. Пойди договорись еще с ними, потому что они и Дума находятся в бесконечном конфликте, над которым как-то сверху пытается всех примирить государь-император. Поэтому проводить реформы Столыпину было неимоверно тяжело. Но программа у него, надо сказать, одна из самых последовательных и масштабных программ реформ вообще во всей истории России. Именно системных реформ. Чтобы вы понимали главную идею реформ Столыпина, я процитирую письмо Столыпина Толстому. «Бедность, по мне, худшая из рабств. Теперь тоже крепостное право. За деньги вы можете также давить людей, как и до освобождения крестьян. Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень благосостояния людей, где минимальное довольство делает человека свободным. А это только при свободном приложении труда к земле, то есть при наличии собственности на землю». Вот основная идея, идеология Столыпина. Дать людям собственность, дать им свободу, потому что свобода не бывает без собственности. Пролетарий не может быть свободен. Ему все время нужна копейка, чтобы прокормить себя. У него нет собственности. Дайте людям собственность, тогда они обретут подлинную свободу, а чтобы все это работало, в стране нужен закон и порядок. Реформы виделись Столыпиным как средство для модернизации России, формирования гражданского общества и правового государства. Столыпин, в общем-то, мыслил не параметрами выборов. Его реформы были нацелены на следующие поколения. Поэтому он и говорил: дайте нам 20 лет покоя. 20 лет для того, чтобы все эти реформы были осуществлены и заработали. Он не изобретатель. Он просто собрал воедино в систему все идеи, которые были выработаны его предшественниками. Витте, Бунге, другими. Он перешел к делу. То есть если его предшественники больше говорили о необходимости реформ, то Столыпин взял на себя ответственность в осуществлении этих реформ. Понимаете, Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, помните, фактически глава правительства, очень просвещенный человек. И он очень много говорил о необходимости модернизации России, европеизации и необходимости проведения реформ. Но ответственность и всю тяжесть реформ взял на себя Петр I. Как к нему не относись. Предшественники Столыпина в разной степени говорили о необходимости реформ. Что-то начинали делать. Но ответственность за реформы взял на себя Столыпин. Обычно говорят, что Столыпинская реформа – разрушение общины и переселение в Сибирь. Это совершенно не так. Это очень большой комплекс мероприятий, которые в большей степени не были осуществлены Столыпиным, потому что он не смог прорваться через препоны законодательные: Дума, Госсовет, Государь. Что-то он успел, что-то не смог, что-то не успел. Но какая была у него идея? Во-первых, в части политических реформ. Первое – сохранение самодержавия. Обязательно, потому что иначе не будет закона и порядка. А для этого необходимо реформировать систему народного представительства, давать больше власти низам и на местах. Если люди будут реально управлять городами, земствами, регионами, тогда власть наверху будет стоять прочно. Поэтому реформа местного самоуправления, дать еще больше самостоятельности земствам, преобразование сельских обществ в союзы землевладельцев, которые должны стать юридическими лицами и налоговыми агентами, преобразование городского хозяйства таким образом, чтобы город стал тоже самостоятельной хозяйствующей единицей. Очень интересная идея, обратите внимание. Затем в России было очень много судов разных уровней. Столыпин предлагал унифицировать все эти суды, и в большинстве своем, чтобы был единый мировой судья, судящий по законам для всех сословий, единый суд. Ну и ключевой пункт реформ Столыпина – это статус личности. Процитирую. «Мы должны сделать все, чтобы Россия была благополучным и сильным государством, для людей были открыты все возможности для самореализации, чтобы их права и свободы были защищены». Отсюда курс Столыпина на уравнение всех сословий, свободу совести, уравнение старообрядцев в правах,
уравнение евреев в правах, общедоступное образование. Проект реформы всеобщего школьного образования Столыпина предполагал к 1925 году всеобщую грамотность. Это не просто план. Для этого в годы пятилетнего столыпинского правления бюджет Министерства просвещения империи увеличен в 3 раза. Если бы не война, у нас была бы всеобщая грамотность к 1925 году. Неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, тайна переписки. Тайна переписки – это, к сожалению, утопия во все времена. Николай II сам любил почитать чужие письма, ему приносили постоянно. Ничего зазорного в этом никто не видел, увы. В отношении национальных окраин жесточайшее подавление сепаратизма, всем равные права, никакой особости Польши, никакой особости Финляндии. Финны за это очень не любят Столыпина. Я читал у одного финского историка, что якобы Столыпин до такой степени не любил финнов, что даже его последние слова, предсмертные, он прошептал: «Главное, чтобы Финляндия…» и умер с этими словами. Вот перед смертью думал Столыпин, как насолить финнам. На самом деле позиция была очень простая. Финны не служили в армии, не платили налогов общеимперских. Помните главный принцип финской автономии? Не служить, не платить. Масса привилегий, притеснение русских в Финляндии, поражение в правах русских, как в Латвии сейчас, только еще хуже гораздо. Столыпин говорил, это нечестно, надо, чтобы просто были равные права у русских и у финнов. Финляндия такая же часть Российской империи, только называется княжество Финляндское. Это такая же часть Российской империи, как Гродненская губерния, Петербургская губерния. А если вы финны и поляки, вы хотите, чтобы у вас были полные гражданские права, чтобы у вас голос на выборах в Государственную Думу приравнивался к голосу москвича или петербуржца, это очень просто. Станьте римлянами. Чтобы иметь гражданские права, как в Риме, ты обязан и пассивное право, и активное. Ты обязан с оружием в руках защищать Рим. Будете служить в армии, получаете полный набор гражданских прав. Все очень справедливо. Вот я обожаю слушать разного рода лекции. Я много всего слушаю и читаю. Меня особенно умиляют лекции, подкасты разных наших либеральных историков. Либеральных, я говорю в кавычках, это прекрасное слово опоганено современными реалиями. И они так периодически хвалят его, потому что им очень нравится идея с частной собственностью, а потом говорят, ну, конечно, Столыпин совершал серьезные ошибки. Например, считал, что украинские и белорусские – это не отдельные языки, а диалекты русского. Что никаких отдельных украинцев и белорусов в принципе нет, а это особая часть единого русского народа. Столыпин не допускал регистрации никаких националистических организаций по этническому принципу. Это все рассадники будущего сепаратизма. Вот в этом, говорят наши либеральные историки, Столыпин глубоко заблуждался. А я лично считаю, что он был абсолютно прав. Тогда на том этапе можно было вполне с уважением к национальным культурам сохранить единое пространство, сохранить единую страну. При этом он совершенно не был ни националистом, ни антисемитом. Например, именно Столыпин выступал за отмену черты оседлости. Он был самым последовательным сторонником уравнения евреев в правах. Причем не потому, что любил евреев, а потому, что он был очень рациональным человеком. Он говорил, посмотрите, как работает черта оседлости. Для того, чтобы уехать из Житомира в Москву, Петербург, заняться каким-то большим бизнесом, поступить на госслужбу, нужно всего лишь или принять православие. Ну, дальше мы ведь не следим за тем, что он думает. Может, какие-то еврейские книги он по ночам читает, все равно никто это не отслеживает. Принять формально православие. Или закончить университет, получить высшее образование. Или послужить в армии. Этого достаточно, чтобы получить полные права по перемещению. Или быть купцом определенной гильдии. Или быть промышленником. Или быть фармацевтом, или быть часовщиком, или просто работать у какого-то купца. Купец обычно говорил, что я хоть и еврей, но я купец первой гильдии, поэтому получаю все полные права на перемещение, на все-все-все, а также все мои служащие. А служащий он мог записать кого угодно, кто на его контору работает. То есть никаких проблем с преодолением этого изжившего себя ограничения черты оседлости нет вообще. Кто не может преодолеть ее? Ну, только самые бедные, несчастные, забитые люди в этих местечках. А Столыпин знал, о чем говорил. Он же на территории современной Литвы и Польши много работал.
Белоруссии. Он говорил, эта черта оседлости действует против несчастных, бедных, она их унижает, а все остальные легко ее преодолевают. Какой смысл в этом идиотском ограничении? Пусть у нас будет единый народ, мы одна империя. Надо сказать, что когда законопроект Столыпина поступил к Николаю II, он так посмотрел, да, говорит, да, вы правы, Петр Аркадьевич, но внутренний голос говорит мне, я не должен брать это решение на себя. И законопроект Николай отправляет на обсуждение в Государственную Думу. Не подписывает указ. Ну, его там обсуждали, и заболтали, и ничем это не закончилось. Ну и, наконец, еще что хотелось бы сказать про Столыпина политика. Сейчас, наверное, такое есть только в Израиле. Жесткая, бескомпромиссная позиция по отношению к террористам. Никаких переговоров. Не запугайте. Знаменитая его фраза. Это позиция премьера по меркам современной политики действительно достойно всяческого уважения. По экономике. Продолжение развития железных дорог, строительство шоссейных дорог, продолжение Транссиба, продолжение КВЖД, проектирование второго Транссиба, то есть будущего БАМа, ответвление. Это все при Столыпине. При этом Столыпин прекрасно понимает, что рабочих становится в городах все больше и больше, эксплуатация жестокая, поэтому он инициирует самое прогрессивное в мире на тот момент рабочее законодательство, страховки, пенсии, защита при увечье, защита при увольнении, выходные пособия. Кое-что в малой степени уже после Столыпина было принято, в малой степени, из спроектированного им нового социального рабочего законодательства. Большинство реформ даже не было начато. После смерти Столыпина все как-то потихоньку сворачивалось, а с началом Первой мировой войны свернулась и аграрная реформа. Не буду вам рассказывать про то, как Столыпин пытался пропихнуть все эти реформы через Государственную Думу, насколько это было тяжело. Он даже вызывал на дуэль депутатов. Кто-то из депутатов стал кричать, вот у нас раньше были муравьевские воротники, помните Муравьев-вешатель, а теперь будут столыпинские галстуки. То есть перешел на личности. Столыпин встал и вышел из зала заседания, вслед за ним вышли все министры, и тут же в перерыве секретарь Столыпина этому депутату горячему принес вызов официальный на дуэль. Надо сказать, что к этому моменту дуэли в Российской империи были разрешены. Пытаясь вернуть понятие чести в армию, при Александре III был издан специальный рескрипт, приказ по военному ведомству 118, который регламентировал дуэли между офицерами. Важная деталь. Вопрос о дуэли решало собрание офицеров. То есть ты не мог это сделать индивидуально, должен был через собрание офицеров. Поэтому всякие горячие головы здесь остужались. Но собрание офицеров внимательно следило за тем, является ли вызов на дуэль, во-первых, обязательным, или можно как-то успокоить по-мирному, и второй, обязан ли вызываемый принять этот вызов. Если господа офицеры решали, что да, по-другому честь не восстановить, тогда дуэль имела место быть. Кстати, дуэли между гражданскими офицерами тоже регламентировались тем же приказом, а дуэли между гражданскими не регламентировались. Это было такое неправовое поле, но были не запрещены. Ну, как вы понимаете, депутат был смел кричать в зале, но, получив вызов на дуэль, он тут же извинился, сказал, что ничего такого в виду не имел, ничего личного, приносит глубочайшие извинения. Извинения Столыпин принял, но руки ему не подал. Главная реформа Столыпина, о чем мы будем говорить с вами, это аграрная реформа. Та, благодаря которой он, собственно, и вошел в историю, и та, которая в максимальной степени, не целиком, но в максимальной степени была им реализована. Что такое аграрная реформа? И почему сельскохозяйственное производство в России нужно было реформировать? Почему жизнь была устроена несправедливо по отношению к главному населению Российской империи, крестьянам, которых было примерно 85%. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 85% населения – это люди, которые работают на земле, и у которых почти ни у кого нет частной собственности на землю. Когда сначала государственных, а потом частных крестьян освободили в XIX веке, то землю дали не крестьянам, землю дали общинам, объединениям крестьян. Обычно по месту жительства, в рамках села. Что такое община? Мир – это организация, которая несет перед государством по принципу круговой поруки
то есть взаимного поручительства, ответственность за выплату налогов. Если кто-то из крестьян не платит налоги, подати, за него платит община, потому что общая сумма зафиксирована. Как она внутри делит, никого не касается. В значительной степени община несет ответственность и за поведение крестьян. Поэтому на самом деле так мало нужно полицейских, потому что многие вопросы решаются внутри общины. Они сами разберутся и сами накажут. А если не накажут, то приедет капитан-исправник и подскажет, как наказать. Но обычно сами разбираются. Система очень удобная, потому что если бы крестьян отпустили вместе с землей в 1861 году, а еще раньше по реформе графа Киселева, государственных крестьян, то вышло бы так, что отношения бы складывались власть, крестьянин-собственник. А у собственника всегда есть собственное мнение по поводу всего, потому что это его земля. А так отношения складываются власть-ТСЖ. Я по-простому. У вас нет квартиры, ни у кого. Вы живете в квартире, которая принадлежит товариществу собственников жилья. И на товарищество собственников жилья разверстываются платежи по ЖКХ, капитальный ремонт, газ, свет и налоги на собственность. За все платит ТСЖ. Но так как внутри каждого ТСЖ, даже самого богатого элитного поселка, всегда по статистике 20% ленивцев и 10% жуликов, которые стараются не платить. Знаете это всегда? Да? Вот, специалисты по ЖКХ. А за них пусть платят хорошие граждане. А там не важно, кто не платит, вы внутри сами разбираетесь. Поэтому ТСЖ, община, приобретает со временем функции вершителя судеб. Если она платит за этого крестьянина долги, за этого пользователя квартиры временного издержки, то в какой-то момент община принимает решение. Ладно, давай, у тебя квартира сколько метров? Потому что у тебя 6 детей? Ну ничего, уплотнишься. Мы тебя переселяем в другую квартиру, поменьше, все равно платишь мало и плохо. А тебя мы вообще отселяем. А у тебя сын ушел на заработки в город, мы его отпустили. Мы, ТСЖ, отпустили твоего сына, разрешили ему в городе работать слесарем. Поэтому ты будешь платить 2 раза больше. У тебя сын богатенький на Путиловском заводе. Хочешь уйти в монастырь? Какой монастырь? Нет. Работай. Хочешь уйти в город на заработки? К сыну в бригаду спроси разрешение у общины. Может быть, мы тебя не отпустим. Ты решил, что сеять рожь невыгодно и решил сеять гречку? Община сеет рожь. Никакой гречки, никакой кукурузы. Все будем сеять рожь. В один день начали, в один закончили. Общая посевная. Не высовывайся. Община решает все вопросы. У кого какой участок земли. Поэтому это жуткая чересполосица. Земля везде разная. Тут солнышко, склон, тут равнина, тут болотце, тут суглинок. Поэтому, чтобы все было по-честному, то у тебя будет 10 соток там, 2 десятины здесь и огород вот тут. И все это со временем нарезается, потому что количество членов общины все время увеличивается. Дети же родятся, заводятся семьями, и становится больше семей, дворов, хозяйств. А земли больше не становится. Вот как ее дали в 1861 году, так и все. И так дали немного, потому что еще часть дворянам оставили, бывшим хозяевам. Поэтому через полосицу. А какая проблема через полосицы? Мало того, что ты бегаешь со своим плугом и лошадкой отсюда туда за холмик пахать. Потому что между тобой и холмиком еще 10 участков чужих. Проблема в том, что невозможно применять никакую технику. Трактор не развернется. Новшество агрономической науки попробуй примени, когда община диктует тебе, что сеять, когда сеять и когда убирать. Далее. Внутреннее самоуправление, казалось бы, прекрасно. Не нужно большого полицейского аппарата. Внутри общины вы сами по-соседски разберетесь, кто прав, кто виноват, кто на какую девку не так смотрит. Или, не дай бог, что-то украл, хотя это было не принято у крестьян. Ну, не дай бог там по пьяни. А оборотная сторона самоуправления, то, что руководство ТСЖ с крепкими ребятами из общинников, на которых оно опирается, выполняет функции местной администрации. Дальше читайте Голдинг, «Повелитель мух». Как моментально дети элитной британской школы на необитаемом острове преобразуются в такую общину или группу общин. Далее. Переделы.
Число общинников все время меняется. Какие-то семьи больше детей, где-то меньше, где-то так, где-то сяк. А земля одна и та же. Поэтому землю постоянно переделывают. Твой прекрасный участок земли, за которым ты ухаживал, навозом его удобрял, а потом, говорят, все, передел. У соседа родилось 2 сыновей, они женились, у них тоже детишки, поэтому твой участок мы забираем, а тебе даем другой участок в другом месте. Ты говоришь, да я же эту землю, я на нее молился. Неважно, передел. Представьте себе ТСЖ, который превращается в общежитие, где квартирами все время меняются. Вы будете в такой квартире евроремонт делать, устанавливать дорогую сантехнику, которую у вас завтра сосед заберет, потому что его бестолковая дочка родила по несовершеннолетке. Поэтому квартиру вашу заберут и отдадут им. А это ведь не просто квартира, место жительства. Это еще и офис ваш, и единственный источник вашей жизни и благосостояния. И в любой момент это у вас могут забрать и передать кому-то другому. Казалось бы, абсурдная система, да, нам сегодня кажется. Но в сохранении этой системы на протяжении десятилетий пореформенных были заинтересованы все. Вы не поверите. Народовольцы, демократы, Чернышевские, Герцены за общину. Потому что в этом источник тяги народа к общей жизни, к социализму. Значит, выдумали себе что-то и видят в этом источник социализма. Дальше. Либералы всех мастей, которые за частную собственность и прочее, либералы в том смысле того времени, они тоже за общину. Потому что эта темная крестьянская безграмотная масса, ей невозможно управлять и контролировать. И если мы их всех отпустим на волю, то нам никаких казаков не хватит за порядком следить. Поэтому мы будем здесь, в городе, в Петербурге, на профессорских должностях партию кадетов, либералов, образцовых того времени, конституционных демократов, называли партией профессоров. Так много там было университетских преподавателей. Мы хорошо живем в Петербурге, в Москве, в Казани. А если вот эта темная масса ворвется, кто будет этим всем управлять? Уж лучше пусть они в общине как-нибудь там внутри. А хлеб я буду покупать в булочной Филиппова и думать, что они на дереве растут, булки. Дальше. Ультрапатриоты, черносотенцы и консерваторы тоже за общину. Константин Победоносцев ратовал за общину. Почему? Потому что по старине так положено, там в общине они все вместе хором любят царя. А если их отпустить, то станут как какие-нибудь непонятные фермеры, не дай бог в парламент захотят. А парламент – это что у нас? Чудовищная ложь нашего времени, как говорил Константин Петрович. Поэтому лучше пусть пока община. Пока народ безграмотен, не созрел, важнейшим искусством для него является кино и цирк, а лучшей формой самоорганизации – община. Вот представляете, люди взаимоисключающих политических взглядов, и все за общину. Только против наш Столыпин и его союзники, против здравый смысл – и, собственно, против на самом деле сами крестьяне. Потому что народная мудрость говорила, где община, там всему кончина. Потом, помните, колхоз – дело добровольное. Хочешь – вступай, не хочешь – в Сибирь. А я, как прошедший через бизнес 90-х, помню нашу поговорку из 90-х. Где кооператив, там перестрелка. Только частная собственность. Понимаете, вот я, мое, хозяин. И тогда я, как свободный субъект, договариваюсь с другими свободными субъектами. Аграрная реформа готовилась задолго до Столыпина. Самыми разными комиссиями, среди которых самая заметная – это комиссия Витта. Большую роль сыграл министр МВД Сипягин, убитый, прогрессивный человек. И забытый совершенно сегодня чиновник по фамилии Гурко. Но добиться им удалось немногого. Они добились отмены принципа круговой поруки. Круговая порука мажет как копоть, понимаем. Это не только взаимные обязательства по выплате налогов. Это и взаимные обязательства по поддержанию порядка, а, соответственно, оборотная сторона по сокрытию преступлений. А плюс круговая порука – страшная вещь, если происходит бунт и мятеж. Никто никого не выдает, все друг на друга смотрят под ноги и вниз. Кто выдаст кого? Нет. Много есть легенд, откуда взялось само понятие круговой поруки. Самое забавное связано с жалобами на помещиков. Это легенда, поскольку писали жалобу уездному предводителю дворянства, да, либо в суд крестьяне. А кто подпишется первым? Кто хочет подписаться первым? Никто. Первым уже все прилетит в столбце. Поэтому подписи ставили по кругу. Круговая порука. Много на эту тему истории, но явление на самом деле удобное для государства с точки зрения взимания налогов и подати,
но страшное, когда ты живешь в условиях круговой поруки. И, к слову сказать, давайте задумаемся, именно поэтому искусственно государство, монархия поддерживала общину. Именно поэтому за общину были и эсеры, и народовольцы, и черносотенцы, и либералы, потому что никто не хотел связываться со свободным человеком. Община – идеальный инструмент управления. Очень удобно управлять сообществом. Манипулируя лидерами, устанавливая какие-то правила, а еще лучше, как в колхозные годы, отправь туда лидеров, 25 тысяч коммунистов, и ты начнешь управлять землей. Мы же прекрасно понимаем с вами, что колхоз решал не столько экономическую проблему в 30-е годы, сколько политическую. Крестьянин, который на своей земле не управляем или сложно управляем. Колхозом, общиной восстановленной, управлять гораздо легче. Райком, обком, председатель колхоза, утвержденный партийным органом. Все. Поскольку доведение реформы взял на себя Столыпин, поэтому мы по полному праву называем эту реформу аграрную Столыпинской. Первые шаги. Введение полной свободы в выборе места жительства. Этого не было у крестьян. Отныне крестьяне становились гражданами, то есть они получили право поступать в учебные заведения без разрешения общины, уходить в монастырь, получать паспорта. Отменялось право общины принудительно отдавать должника на заработки, назначать ему опекуна. Запрещались внутриобщинные наказания, не предусмотренные законом. Одновременно с этим были, наконец, отменены выкупные платежи по реформе 1761 года. Поскольку община была должна все еще казне, все это списали, платежи аннулировали, вы никому не должны, вы свободны. Ну и самое главное, крестьянину предоставлялось право выхода свободного из общины со своей земельной долей. Впервые в истории правительство не предписывало людям, как им жить, а открывало возможность жить так, как они хотят. Крестьянин мог жить по старинке, община не разрушалась, хотите, оставайтесь. А мог попытать счастье на хуторе, в своем собственном фермерском хозяйстве. Мог переехать и попытать счастье в Сибири, либо на Южном Урале. Мог выделить свой надел. Короче, он мог сам решать, что ему сделать с этой землей. Работать, продать, как ему строить свою жизнь. При этом давайте поймем самое главное. Вот мы живем с вами в мифах, власть советам, землю крестьянам, фабрики рабочим. И землю крестьянам дал не съезд советов. Землю крестьянам дала Столыпинская реформа. На тот момент 20% земель обрабатываемых находилось в собственности дворян, помещиков и казны, а 80% в собственности общины. Как вы думаете, кто работал эффективнее, крестьянские хозяйства или дворянские? Где были выше урожаи? Дворянские. Намного эффективнее. Там техника, там агрономы. И если дворянин не совсем Раневский, а чуть-чуть Столыпин, то у него все работает. Крестьянские хозяйства проигрывали по эффективности, и это замкнутый круг. Экспортируется дворянское зерно, дворяне больше зарабатывают, крестьяне меньше зарабатывают. Далее, кто работал эффективнее? Община или отдельные хутора, которые были уже тогда? Хутора, конечно. И Столыпин понимает, что хотя бы надо сделать первый шаг, это повысит продуктивность, это повысит экономику, это даст людям деньги заработать. Крестьянин мог требовать, чтобы его вот эта черезполосица нарезанная была объединена. И вот этот объединенный участок земли назывался отруб. Его как бы отрубили от общинной земли. Объединенный участок. Вот у него было тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, а стало в сумме 10 гектаров. Это уже нормально, отруб. А если его дом находился прямо на территории отруба, на своей земле, а не где-то там, то это называлось хутор. То есть отруб, где ты сам живешь, потому что отруб мог находиться далеко. Далее, крестьянин, вот он выделил себе отруб, но у него есть силы, у его семьи обрабатывать больше земли. И он мог купить дополнительно землю. Для этого ему давались суперльготные кредиты от крестьянского земельного банка. Это часть реформы. Под ничтожный процент. У нас сейчас этого нет. Государство создало целую землеустроительную службу и направило огромное количество инженеров-землемеров, помните, где учился Столыпин, которые обмеряли землю,
вычисляли коэффициенты полезности плодородия земли и помогали общинам по справедливому, без поножовщины поделиться на эти участки. Фактически безграмотному крестьянину, неграмотные были в основном своем, уже все давалось готовое. Вот тебе документы, распишись, вот твоя земля в вечной наследуемой собственности. Вот твой отруб. Мы его померили, колышки вбили, помогли тебе заборчик поставить, если нужно. В начале реформы 200 инженеров-землеустроителей было отправлено на территории. Но количество выхода из общины приобрело такой массовый характер, эти инженеры там в мыле носились, что к концу реформы уже 7 тысяч инженеров государственных занималось землеустройством, выделением участков, оценкой, кадастрированием, как бы сейчас сказали. Из общин выходили не все. Кто-то вышел, кто-то остался. Те, кто остались, пожалуйста, работайте по-старому, если вам нравится. А те, кто выходили, за ними оставалось право пользоваться общими землями. Общие земли – это как у нас в доме: коридоры, лестничные площадки, чердаки, лифт, мусоропровод. Это общие общинные земли, без них нельзя. Это луга, места для выпаса скота, ручьи, реки, протекающие по территории общины, леса, где вы дрова заготавливаете. Это земли общего пользования. Все как у нас сегодня. Это всегда оставалось в общей собственности. Размер земельного участка, который мог в итоге собрать вокруг себя крестьянин, ограничивался, чтобы не было земельных спекуляций. В среднем считалось примерно 40 гектаров максимальный участок на одного человека. Больше одному крестьянину при всем желании не обработать, даже с техникой. Больше нельзя, дальше начинаются спекуляции. Очень много было нюансов, о которых я вам не буду рассказывать, у нас времени никогда не хватит, но самое интересное, что землю крестьянин мог продать только крестьянину. Никакой богатей из города спекулянт, как сегодня, посмотрите, какое невероятное количество сельскохозяйственных земель лежит запущенными, потому что они все имеют собственника. Какие-то фонды, олигархи. Кто-то накупил эти земли и ждет, когда появится, наконец, кто-то, кто заплатит за эту землю, лежащую без дела десятилетиями, другую цену. При Столыпине такое не проскакивало. Землю мог купить только крестьянин и продать только крестьянину. Крестьянский поземельный банк, помимо льготной ипотеки и выдачи суда на покупку, мог и землю выдать крестьянину, то есть купить для крестьянина непосредственно землей, поддержать его хозяйство. Крестьянский поземельный банк финансировал мелиорацию, покупку удобрений. Хотел купить трактор? Приходишь в банк за суду и покупаешь трактор. В общем, самое интересное, что пока шла реформа несколько лет при Столыпине и потом еще пару лет после его смерти, система была очень продумана. Реформа шла очень постепенно. Вторая часть реформы – переселение крестьян, столыпинские вагоны и все прочее. Во-первых, что такое столыпинский вагон? Публицист слушал историческую лекцию, так называемую, и он все рассказывал про столыпинские вагоны, которыми зэков возили на Беломор-канал. На самом деле столыпинский вагон – вещь очень хорошая. Специально был сконструирован вагон, которым перевозили крестьянскую семью бесплатно с места его жительства, где они получали землю и продавали, на новое поселение – Южная Сибирь, Урал, Дальний Восток. Что из себя представлял знаменитый столыпинский вагон? Это классический товарный вагон с торцов отсеки. Один отсек для проживания, для сельхозинвентаря и, с другой стороны, для скота. То есть ехали вместе со своей скотиной. Очень удобно. Она рядом, за ней можно поухаживать, покормить в дороге. Столыпинский вагон был оборудован туалетом, титанами с кипятком с горячей водой. То есть ехали в тепле. Самое главное, переезд был бесплатный, полностью за счет казны. Переехавший получал новый земельный участок, откадастрированный и размеченный для ведения сельского хозяйства. В зависимости от регионов размеры, естественно, менялись и плодородие, но в среднем 15 гектаров на главу семьи и еще по членам семьи дополнительные участки. Земля давалась бесплатно, переезд бесплатен, 200 рублей подъемных и плюс суды и льготы на приобретение удобрений, сельхозинвентаря, если ты его с собой не везешь, и прочее, прочее, прочее. В некоторых регионах, которые хотели заселить поплотнее, например, Уссурийский край на Дальнем Востоке, там крестьянам предлагали вступить еще в казачье войско, то есть вести и казачью службу параллельно, в свободное от сельхозработ время, и таким казакам давали по 30 гектаров на одного мужского пола. Знаете, какие были поместья у казаков? Всего переселилось
3 миллиона 700 тысяч человек. Колоссальная цифра за несколько лет Столыпинской реформы. Это в 2 раза больше, чем за все предыдущие предреформенные годы шло естественное переселение. В Сибири и на Дальнем Востоке возникло новых 10 тысяч сел и деревень. Очень помог Транссиб. Слаженная работа МПС, естественно, селились и осваивались в первую очередь земли вдоль дороги. Поначалу землю давали не одному крестьянину, не одной семье, а формировалась небольшая община, потому что не знали, справиться, не справиться. И земли выдавались общине. Но очень быстро, уже через пару лет, видят, что дело идет, стали закреплять землю за конкретной семьей. Первая мировая война положила конец реформе, резко и сразу. Миллионы крестьян пошли на фронт. Кому обрабатывать землю? Все запустело. Как проводить реформу, когда хозяев земли нет? Ну, а дальше вы знаете, что произошло. Декрет о земле только в учебниках советских отобрал землю у помещиков и раздал ее крестьянам. Декрет о земле отобрал землю у крестьян. Вся хуторская земля, частная, помещичья в том числе, была возвращена. Ну, в первую очередь крестьянская. Плюс еще 33 миллиона гектар сельхозземель, которые были розданы переселенцам. 33 миллиона гектар. Это страна огромная. Вся эта земля была скопом, возвращена сельским общинам и подвергнута принудительному перераспределению по уравнительному принципу. То есть декрет о земле отменил не собственность помещиков на землю, он отменил собственность крестьян на землю. Громили не только помещичьи усадьбы. Беднота, озлобленная, но вооруженная, громила хутора богатых фермеров-хуторянинов. Когда формировались колхозы, как это оформлялось юридически? Ведь, по идее, нужно было земельные участки, принадлежащих индивидуальным крестьянам, как мы тогда, помните, учили, кулакам, середнякам и беднякам, объединить. А если он не хочет? Нет, все было гораздо проще. У бедняков, середняков и кулаков, таких уже советских кулаков, то есть просто богатых работящих крестьян, земля не была в собственности. Это была земля, национализированная по декрету о земле. И фактически земля была государственной. А государство что хочет, то и делает. Сегодня оно дало тебе попользоваться, завтра забрало. Сказала, здесь будет колхоз. А если ты сопротивляешься, то что, самозахват получается. Тебе дали пожить в чужой квартире, все. Теперь будет общежитие. Итог Столыпинской реформы. Какие негативные моменты? Ну, во-первых, многие вернулись. Не смогли там задержаться в Сибири, не получилось у них самостоятельным фермерским хозяйством. Многие это сколько? За все годы Столыпинских реформ 15%. Вы сейчас дайте возможность заняться частным бизнесом вот здесь, в Москве, людям. И сколько из них через 5 лет скажут, что у них не получилось? А это люди ехали с Чернозема на Дальний Восток, в Уссурийский край. И лишь 15% из них не смогли. У них бизнес сельскохозяйства не пошел. А остальные закрепились там и работали. Это потрясающий успех на самом деле. Далее. Вырос пролетариат в городах. Хлынуло много людей, которые устраивались на заводы и стали такой революционно возбудимой массой. Это правда. Потому что кто выходил из общины, как несложно догадаться? В первую очередь, самые обеспеченные и толковые крестьяне, которым просто неохота было на себе тащить и платить за бедняков или бездельников. Они выходили со своими земельными участками, становились успешными хуторянами. А во вторую очередь выходили бедняки, которые тоже плохо себя чувствовали. Они землю свою продавали и уходили в город на заработки. Ну а там в городе кому вы нужны? Одномоментно хлынуло такое количество безработных. Поэтому да, пролетаризация общества, конечно, некоторая произошла. Но говорить при этом, что Столыпин – отец русской революции, ну это, знаете, настолько неумно говорить, что спичка является причиной пожара. И причиной пожара являются обстоятельства, при которых эту спичку зажгли и поднесли к хворосту или к дому, а не спичка сама по себе является отцом пожара. Единственная разумная критика аграрной реформы Столыпина, на мой взгляд, заключается в том, что поздно она началась. Поздно спохватились. Нужно было эту реформу проводить при Александре III. А еще лучше сразу через несколько лет после освобождения еще при Александре II. Нужно было тогда превращать крестьян в полноправных хозяев, а не превращать общину в такой удобный
полицейский инструмент для выколачивания подати, и живите в этом как-нибудь сами, а мы здесь в столицах как-нибудь сами. Вот это главный недостаток Столыпинской реформы. Слишком поздно она началась. Но даже начавшись на рубеже 6-7 года, за, посчитайте, 11-й год смерти Столыпина, меньше 10 лет. Даже при этом в 1913 году, с которым мы любили сравнивать Советский Союз, в Российской империи самый большой урожай в истории и самый большой экспорт зерна в истории. Вот прямой результат Столыпинской реформы. Агротехническая революция происходит. Впервые Сибирь становится активным покупателем сельскохозяйственного оборудования. В крупных сибирских городах открываются представительства российских и иностранных компаний, которые производят трактора, сеялки, молотилки. Потому что либо сами богатые фермеры, либо кооперативы, ими созданные, покупают сельхозтехнику в канун Первой мировой войны. Развивается кооперация. Я вам рассказывал. Масляная Эльдорадо. Масло – главный экспортный товар Сибири, опережает золото, пушнину и зерно. Продукт Столыпинской реформы и витебских железнодорожных тарифов. Далее. Простой показатель. Конечно, можно к нему придираться, потому что раньше у крестьян не было никаких вкладов и сбережений. Но с началом Столыпинской реформы главный держатель сберегательных книжек, тогда тоже были сберкнижки в банках, становятся крестьяне, у них появляются свободные деньги. Этого у них не было никогда. Больше всего от реформы денег на сберкнижках у крестьян. У каждого понемногу, но крестьян-то много. И, наконец, самое главное, начала меняться трудовая этика. Люди вкладывали в свою землю, в себя. Ты не будешь тратить много денег на ремонт в общежитии. Если это твоя однокомнатная квартирка, ты сделаешь ее раем для себя. Если у тебя есть руки, голова и желание работать. Агрономы, которые приезжали вместе с землеустроителями, государственные агрономы приезжали помогать налаживать хозяйство крестьянам, не верили своим глазам. Они писали, что еще в прошлом году он вообще не собирался ухаживать за своей землей по привычке. Там у него ямка, дано его засыпать, кусты. Но проходит год-два, и он начинает вылизывать собственную землю, чтобы из каждого квадратного метра шел урожай. И спрашивает агронома, а какие есть новинки. Вы не поверите, но резко выросла подписка на научные сельскохозяйственные агрономические журналы. Крестьяне читали журналы по сельскому хозяйству. Посмотрите статистику. Революция идет на спад, реформы работают, результат – что-то этот Столыпин много на себя берет. Везде Столыпин и только Столыпин. Отношение элит к Столыпину всегда было не очень. По той же причине, что и с Витте. У Столыпина, конечно, был характер, может быть, и полегче, чем у Витте, но не сильно. Но он все время принимает решения. Принимаешь решение, ты никому не нравишься. У каждого принятого решения, как я всегда говорю, есть один интересант и 10 потерявших, которые против. Столыпина не любит, точнее говоря, ненавидит Распутин. Это у них взаимно. Надо было ему здесь Столыпину быть помягче. Он недооценивал влияние Распутина на императрицу, а через императрицу ночная кукушка всегда перекукует, мы знаем, через царя. Одна только Мария Федоровна, мать Николая II, умная женщина, только она одна любила Столыпина. Не любила, она его ценила как работника. Она писала, кавычки, «Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся, наконец, один умный, энергичный, и того не ценит». Столыпин, к тому же, еще на царя давил, продавливал свои решения, а Николай II был все-таки человеком упрямым. Он, когда на него давят, не любил. Александра Федоровна, романы можно писать, как она не любила Столыпина и его жену, вот вспоминает известный монархист Шульгин. Однажды жена Столыпина, урожденная Нейтгард, устроила у себя званый обед. Приглашены были разные сановники, статские и военные. Был обычай, что в таких случаях снимали оружие, то есть оставляли шашки в передней. При оружии обедать было принято только у царя. Вот как ни странно, в присутствии государя господа офицеры оружие не снимали и в передней не оставляли. Так вот, у царя обедали при шашках и кортиках. И вот так же и при Столыпине военные не сняли оружие. Это нарушение этикета дошло до сведения царицы. И она сказала, что ж, было у нас раньше 2 императрицы, а теперь будет 3.
Мария Федоровна, я, Александра Федоровна, и это Ольга Борисовна. Ну, вот, оружие они сняли на обеде. Пользуясь случаем, кто-нибудь помогите мне сюда, подойдите. О, ну, как всегда. Тимофей. Вот офицерская классическая шашка столыпинского времени, столыпинской эпохи. Такой шашкой были вооружены все офицеры армии и жандармерии без исключения. Также подобного рода шашка была еще и для нижних чинов, но нижние чины кроме пехоты, как мы понимаем. А все остальные нижние чины в кавалерии, в конной артиллерии, на полицейской службе они тоже были обязательно с шашками. Вот как выглядит классическая шашка. Держи. Это подлинный экземпляр. Обращаю ваше внимание. В середине XIX века была проведена масса научных исследований. У меня даже такая книжка дома толстая есть о преимуществах разных типов холодного оружия, которые анализировали до мелочей угол кривизны лезвия, количество долов, вес, расцентровку, ну и все остальное. И эти научные исследования, в конце концов, привели к появлению и утверждению на общеимперском уровне вот такой образцовой шашки, как для нижних чинов, так и для кавалерии. Чем она отличается? Смотрите. Первое. Почти прямая, но небольшая кривизна есть, да? То есть можно и рубить, и колоть. Во-вторых, вот этот вот треугольничек тоже считался оптимальным и затачивалось с двух сторон для удобства укола. 2 дола, там добавление 3-го дола уже считалось исключениями, изысками. Здесь с этой стороны вензель Николай II, классический, с этой стороны герб Российской империи. Вот тут интересно на рукоятке. Вензель Николай II. Этот вензель мог отличаться от вензеля, который на лезвии, потому что здесь вензель как бы именной, шашка принадлежит конкретному офицеру, и здесь был вензель того государя-императора, при котором офицер поступил на службу и получил первый офицерский чин. Поэтому у шашки времен Первой мировой мог быть вензель и Николай II, и А3 Александр III, и даже у генерала какого-нибудь или заслуженного офицера немолодого, и даже А2, если он приступил к военной службе во времена государя-императора Александра II. Ну, мы понимаем с вами, что все эти истории, что шашка отличается от классической сабли или палаша скоростью выхватывания, изгибом лезвия, наличием или отсутствием защитной дужки или эфеса. Это все легенды. На самом деле, единственное отличие шашки от сабли заключается только в способе ношения, и больше ни в чем. Ни в ножнах, ни в чем. Исторически шашка, Тимофей, иди сюда, исторически шашка носилась на портупее кожаной и дальше через систему ремней вот так вот лезвием вверх, а сабля кавалерийская лезвием вниз. Ну вот, собственно, и все. Все остальное легенды. Вот такое уникальное оружие, очень удобное, состояло на вооружении Красной армии до конца Второй мировой войны. А потом даже после Второй мировой. Отдельные милицейские части имели такие шашки. Но сейчас я не знаю, есть у кого-то на вооружении? У казаков, наверное, каких-то, да? Но это довольно проблематично, потому что это холодное оружие. Так не походишь. Еще хочу показать мундир семеновца, который отличается от того мундира семеновского лейб-гвардии полка, который я вам показывал вчера. Дело в том, что вот эта упрощенная форма одежды, такая дешевая, экономичная и не столь красивая внешне, которая была принята при Александре III, хороша была всем. Но в армии возникли проблемы. Поражение в войне с Японией, общий упадок духа, как в 90-е у нас, резкое падение престижа военной службы. Вы знаете, доходило до того, что впервые в истории русской армии офицеры иногда специально одевали штатское, чтобы их не узнавали. Я из семьи военного. Офицеры генерального штаба в начале 90-х ехали на работу в штатском в метро, приходили на службу и переодевались в кабинете в военный мундир. Можете себе представить? Потом обратно переодевались в штатское и в штатском ехали. И мне, студенту, говорили, а к нам подходят в метро и плюют в нас. Или начинают нам говорить, что мы убийцы в Афгане, в Чечне. Ну, лучше не обращать на себя внимания. Можете себе такое представить? В те годы было примерно то же самое. Революционное брожение, нигилизм, студенты, как писали, студенты, жиды и поляки и прочие забастовщики. Очень резко упал уровень престижа воинской службы.
И Николай II принял решение, с восторгом воспринятое в армии, особенно в гвардейских частях, ввести обратно парадную форму, которая напоминала дореформенную, доотцовскую. И вот так стал выглядеть парадный мундир, это подлинный экземпляр офицера Семеновского полка. Кстати, после подавления декабрьского вооруженного восстания на Красной Пресне 1905 года на офицеров Семеновского полка была устроена охота террористами. Представляете себе? Ну, раньше не было принято лицо скрывать маской, поэтому в лицо знали всех, отслеживали и отстреливали революционеры. Вернулись вот эти красивые элементы, пуговица, роспись. Потом в Первую мировую опять все это ушло, форма стала полевой. Но если вы обратили внимание, то последние годы у нас стала намного интереснее и симпатичнее парадная форма нашей российской армии. Увидели, у нее такие теперь воротнички высокие стали на парадных мундирах, как в имперской армии и как потом в сталинской победной армии 1945 года образца. Высокие воротнички и длинный китель. То есть парадная форма офицерская напоминает и цветом, к слову сказать, у нас ведь цвет тот же самый. Это парадный цвет исторической русской армии. И золотым воротничком стоячим, а не отлаженным. И внешним кроем напоминает форму и императорской армии, и самое главное, победную форму 1945 года, в которой наши офицеры маршировали по Красной площади. «1 сентября 1911 года в Киеве во время торжественных мероприятий, связанных с приездом императора Николая II, в театре оперном Столыпин был убит, застрелен в упор террористом Дмитрием Багровым. Он был из еврейской семьи, богатой очень, анархист, работал юристом, отец крупный буржуа. Сам Дмитрий Багров закончил Мюнхенский университет, ни в чем не нуждался абсолютно. И из каких-то странных идеалистических, невозможно себе понять, каких представлений, работал платным осведомителем в царской охранке. В охранном отделении, том самом, киевском, потом петербургском. На протяжении многих лет информировал охранное отделение о своих товарищах-террористах, и многих из них сдал. Получал за это деньги, рублей 150 в месяц, как платный агент, деньги, которые для него, для его семьи вообще ничего не значили. Вот такой был странный товарищ. Вот что писал в письме матери Николай II. «Мы только что вышли из ложи во время второго антракта. В это время услышали два звука, похожие на стук падающего предмета. Я подумал, что сверху кто-то уронил кому-то на голову бинокль и вбежал в ложу. Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые кого-то тащили. Несколько дам кричали, и прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Только тут я заметил, что на кителе у него кровь. В интернете пишут, что шла опера «Жизнь за царя», что было бы весьма символично, но это не так. Шла опера «Сказка о царе Салтане». Столыпина доставили в госпиталь довольно быстро. Он 4 дня еще прожил и скончался. Его очень долго не оперировали. Ждали какое-то светило из Петербурга. Пока светило приехало, выяснилось, что оперировать поздно. На лицо была врачебная ошибка, нужно было пулю извлекать сразу. Николай II приехал в госпиталь, стоя на коленях, долго молился и якобы часто повторял «прости». Похоронили Столыпина в Киево-Печерской лавре. Николай II на похороны не приехал. Гуляла версия, что нити покушения тянутся к элитам, к самому Николаю, ревновавшего Столыпина. Не случайно, что Багров был осведомителем охранки, а пропуск в театр, вы не поверите, ему выписал вместе с контрамаркой начальник Киевского охранного отделения. Он мог и царя убить легко. Выбрал в качестве жертвы Столыпина. Багров был старым агентом, и руководитель киевской охранки доверял ему безмерно. Тем более, что Багров сказал, что якобы в театре в этот момент будет кто-то из приехавших в Петербурге террористов, и он их узнает в лицо и покажет, чтобы их арестовали. Я думаю, что главная причина весьма банальна, почему это получилось у Багрова. Потому что все понимали, что царь к Столыпину охладел, охраняли Столыпина спустя рукава, можно сказать, вообще не охраняли. Вся охрана была сконцентрирована только на особе государя-императора.
Тем более, как у нас всегда бывает, проблема межведомственного взаимодействия. За охрану государя одновременно отвечали киевские власти и приехавшие жандармы и охрана из Петербурга. Они друг на друга кивали, друг другу дорогу постоянно перебегали. Ну, представляете, ФСО из Москвы и местное. В конце концов, Столыпиным вообще не занимался никто. Он все время ездил в коляске то один, то вместе с министром финансов, вдвоем. У них охраны не было. Ну и разгильдяйство, бардак. В любом случае, смерть его не была случайной, хотя бы в том смысле, что это было по разным подсчетам 10-е, 11-е или 12-е зафиксированное на Столыпина покушение. А Столыпин уверенно занимает в нашей политической истории первое место по количеству зарегистрированных на него покушений. То есть рано или поздно его все равно бы убили. За ним шла охота, а государственная система его не берегла. Она его отторгала. Почему? Ну, это большая сложная тема. Я думаю, что, понимаете, у России было 3 пути. Восстановление абсолютизма, революция стихнет, и дальше прекратить все эти думы, всю эту ерунду, и вернуться, как жили при матушке Екатерине и при батюшке Александре. Этого хотел Николай II и его ближайшее окружение. Второй путь – революция, к чему мы в итоге пришли. И третий путь – постепенное, поэтапное экономическое, социальное и политическое реформирование, которое неизбежно вело к ограничению самодержавия, к расширению самоуправления. Да, царь бы сохранился, но все больше и больше он бы напоминал английскую королеву. А этого хотела только малая часть элит, и это подсознательно и осуществлял Столыпин. Поэтому никто его не защищал. Все хотели крайности или туда, или туда. Собственно, после революции мы получили ту же самую крайность, только в другом формате. Все. Знаете, говорят, в 17 году не свергли самодержавие. В 17 году свергли Николая Романова. Самодержавие очень быстро вернулось. Так что смерть Столыпина была неизбежна. Когда вскрыли его завещание, конверт, там было написано: «Прошу похоронить меня там, где меня убьют». Назначая новым премьер-министром Каковцева, Николай II говорил ему: «Ну, надеюсь, вы не будете заслонять меня так, как заслонял Петр Аркадьевич». Нет, Каковцев даже не пытался заслонять царя. Больше с той поры никто не пытался заслонять Николая II. И никто его так и не заслонил до последнего дня в Ипатьевском доме. Кому его там было заслонять? Врачу Боткину? 3 слугам? Пожалуй, последним, кто вписался за государя-императора, оказалась французская бульдожка. Знаете эту историю? Приходите в музей военной формы. Там сейчас идет замечательная выставка личных вещей царевича Алексея. Интересно рассказывает об его судьбе. Так вот там хранится такая маленькая попонка французской бульдожки, одной из великих княгинь, дочерей Николая II. Вот она последняя защитница империи. Когда красноармейцы, расстрельная команда, пришли к дому Ипатьева, что-то она заподозрила и вцепилась в ногу, или попыталась одному из этой команды, и была тут же заколота штыком. А бульдожка это необычная. Дело в том, что все великие княжны работали медсестрами в госпиталях военных. И вот там одна из княжон, ухаживая за раненым гвардейским офицером, любовь, никаких шансов на продолжение. Офицер уехал на фронт. А на прощание, ну что может подарить офицер дочери императора? Он, зная, что она любит собак, подарил ей щенка французского бульдога. Это и был последний защитник Николая. Других после Столыпина у него не оставалось. Память о Столыпине до революции. Памятник в Киеве, установленный в 1913 году, с прекрасной надписью «Петру Столыпину. Русские люди». Понятно, снесен в марте 17-го. Памятник в Симбирске. Та же судьба. Ну, а в Новой России памятники Столыпину растут как грибы и в Саратове, Серпухове, Челябинске, Екатеринбурге, и даже в Великом Устюге. Самый главный памятник установлен ему, вы знаете, здесь, около Белого дома. В 2012 году, к 150-летию Столыпина, у этого памятника хорошая судьба. Установлен он по инициативе Владимира Владимировича Путина. Он тогда был главой правительства, как и Столыпин. И он призвал всех чиновников сброситься
деньгами на установку памятника, поэтому памятник установлен на пожертвование членов правительства и членов аппарата правительства. Я тоже месячную зарплату свою отправлял, как и все, на этот памятник. Место не очень удачное, честно говоря, его там плохо видно. Но я уверен, что придет время, его переустановят. Потому что прекрасное место для этого памятника, конечно, было бы на площадке перед Белым домом, чтобы он стоял спиной к Дому правительства, лицом к Москве-реке, гостинице «Украина». Высшая награда правительства Российской Федерации – это очень редкая медаль Столыпина для государственных служащих первой и второй степени. В Киеве, на улице, где находилась клиника, в которой скончался Столыпин после ранения, эта улица была названа в честь Столыпина. Потом ее после революции переименовали, а после бархатной революции, или какая она у них там в Киеве, оранжевая, я все путаю ее опять переименовали, теперь это улица Олеся Гончара. Столыпин – герой многих литературных произведений, у Валентина Пикуля, который с большим уважением о нем пишет. Почему-то, правда, Столыпин все время курит и пьет арманьяк. Столыпин А не курил, Б не пил. Вот. Но это не важно. Сериала вышло 2 про Столыпина. Один лет 20 назад я не смотрел, честно говоря. Второй собираюсь посмотреть. Он у меня в очереди на просмотр буквально в прошлом году. Посмотрите. Ну и в заключение, что я хочу вам сказать. Мы говорили вчера о Витте, сегодня о Столыпине. Это действительно очень разные, хотя каждый по-своему яркие, очень разные люди. Оба очень амбициозные. Но если бы они не были такими, наверное, никому бы из них ничего и не удалось сделать. Поэтому неудивительно, что это 2 такие глыбы, которые не очень любили друг друга, хоть и жаль. Но так часто бывает в нашей истории. Барклай и Багратион. Толстой и Достоевский, Витте и Столыпина. Ну, не сходятся фигуры такого масштаба. Вплоть до нашего времени образы исторические и Витте, и Столыпина пытаются использовать самые разные политические силы. Патриоты одного объявляют своим, либералы другого, разные партии записывают их то в консерваторы, то в реформаторы. Это все пустое на самом деле. Главное другое. Оба они вдохновлялись идеей последней попытки модернизации имперской России, сохранения сильного государства, сохранения империи. И называть этих государственных деятелей либералами, повторюсь, честно говоря, язык не поворачивается, настолько это слово дискредитировано политическими клоунами нашего дня. Они были либералами в другом смысле. В самом настоящем смысле этого слова, слово «либерал» от слова «свобода». Они хотели видеть Россию свободной, кавычки, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия. Кавычки закрываются. Я сейчас процитировал Столыпина премьера, но под этими же словами подписался бы, конечно, и Витте премьер. Потому что я глубоко убежден, что только свобода хозяйствования, свобода предпринимательства, свобода частной собственности – в конце концов порождают подлинную свободу духа и являются базисом свободы политической, а не наоборот, как нам объясняли в 90-е, что мы вам дадим политическую свободу, слова, митингов, а экономическую мы всю у вас заберем, получите вместо нее по ваучеру, а мы будем за вас распоряжаться богатствами нашей тысячелетней России и Советским Союзом. Это обман. России нужны новые Витте и Столыпины. Не только сейчас, всегда, во все времена. Вы знаете, обычно эту цитату дают не полностью, фрагментом, а я вам прочитаю целиком. Кавычки. «Наша главная задача – укрепить низы. Будут крепкие корни у государства, поверьте, и слова правительства по-другому зазвучат перед Европой и перед всем миром. Дружная, общая, на взаимном доверии работа – вот девиз для всех нас, русских. Дайте государству 20 лет покоя внешнего и внутреннего, и вы не узнаете нынешней России». Витте, который пытался остановить вползание России в русско-японскую войну, который тоже как мог стараться укрепить низы, фундамент общества, думал на самом деле точно так же. Я очень люблю время от времени пофантазировать и представить себе, что бы думали герои наших исторических рассказов, оказавшиеся в сегодняшнем дне. Я думаю, что Столыпин
Но он, конечно, и мечтать не мог о такой лояльной и работоспособной Государственной Думе. Без Владимира Вольфовича Жириновского и поспорить с трибуны не с кем. Но если говорить серьезно, без шуток, то, наверное, он бы сейчас занялся своим любимым делом – поддержкой предпринимателей, малого и среднего бизнеса, фермерства. Вот тут олигархический капитал бы застонал бы и завыл, потому что вся работа премьера правительства была бы обращена на поддержку малого и среднего собственника, на поддержку низов государства. Витте, я думаю, очень удивился бы темпом строительства железных дорог. Это бы его расстроило. Порадовали темпы строительства автомобильных дорог. У нас сейчас замечательно работает отрасль. И аэропорты современные, я думаю, его как транспортника точно бы вдохновили. Он бы, конечно, не очень понял, что такое доллар, что такое вообще современные деньги, которые не обеспечены ничем. Когда разобрался, наверное, бы занялся криптовалютами. Ну и уж точно занялся бы тарифами и протекционизмом промышленности, потому что тут Трампу до Витте было бы как до Луны еще. Ну и оба они, конечно, взялись бы за реформу образования, в том смысле, что не тратить время учителей на какие-то странные, дивные предметы, как семьеведение или вот это вот распухшее до невероятных размеров, поглотившее себя историю и литературу, обществознание. Они бы, люди практически, они бы занялись техническими науками, математикой, физикой, химией, подготовкой инженеров, политехами, техникой, программистами, IT, искусственным интеллектом. Вот тут бы мы точно рванули. Это бы у них было общее дело. Лет несколько назад проходил конкурс на телевидении, помните, «Имя России»? Там первое место в итоге занял Александр Невский, третье – Сталин, второе – Петр Столыпин. Как раз Никита Сергеевич Михалков защищал Петра Столыпина весьма успешно. Мы часто спрашиваем себя, пытаясь найти национальную идею, а где брать героев? Где, укажите нам, Отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы? Вот если брать героев поля брани, тех, которые всегда с мечом в руках могут отразить натиск тех, кто к нам с мечом пришел, здесь-то полегче. А вот в мирное время где взять образцы? Где те, кто готовы и умеют брать на себя ответственность, строить, реформировать, созидать? Я вам отвечу. Вот они. Еще раз внимательно посмотрите. Их звали Витте и Столыпин. Спасибо вам за любовь к русской истории. Спасибо большое.